Здравствуйте, мои любимые подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Сегодня у нас расклад на тему, которую мне подсказала моя замечательная подписчица Татьяна. Татьяна написала мне конкретные вопросы о своей жизни, но скорее это для личного расклада, не для общего. Я постаралась адаптировать их к общему раскладу. Надеюсь, Татьяна, вы услышите ответы на ваши вопросы. Сегодня у нас особенная, для многих болезненная тема – разлука. Он далеко, звонки стали короче, а сомнений все больше и больше. Давайте узнаем, что он на самом деле чувствует, есть ли место для другой, и суждено ли вашим планам об общем счастье, в общем доме сбыться. Посмотрим сегодня, чем он заполняет пустоту в своей жизни, пока вас нет рядом. Работа ли для него – это единственное спасение или легальный способ сбежать от близости? Есть ли в его поле женская энергия, которая подпитывает его эго, пока вы ждете встречи? И посмотрим будущее, да? Ваше общее жилье, брак – это реальный план, подкрепленный действиями, или сон наяву, которым он кормит вас, может и себя, чтобы не чувствовать вину. Итак, сейчас делаю его сигнификацию. Вы, пожалуйста, подумайте об этом мужчине, на которого вы хотели бы посмотреть этот расклад, сделать этот расклад, да? Вспомните его глазки, улыбку, тембр голоса. Назовите его имя. Итак, какой он? Ух ты, какие карты. Какой мужчина. Ну, павлин, кто б сомневался. О чем? Почему ярость? Монеты. Еще одна карта. Угу. Все ясно, кроме павлин и ярость. Странно. Тут 100% человек мечтает о доме. При этом хотел бы в этом доме семью, деток. Тут смотрите, это скорее как человек в предвкушении, надеется. Вот эта карта, корабль, это все его мечты. Мечты о прекрасном, в данном случае о доме. В этом доме он видит уже какую-то женщину с ребеночком. При этом, ну правда, все мысли туда. Но при этом тут же идет какой-то у меня тут павлин. Это же все на этого мужчину. Почему тут павлин? Мечты о чем? Ой, моя ж ты зайка. Тут как будто бы мужчина, если можно так сказать, где-то, некрасиво скажу, переоценил свои возможности. Может быть, он где-то рискнул, где-то мог даже подписать какой-то контракт, влезть в какую-то долговую яму. Где-то себя позиционировал таким: я все смогу, я владею ситуацией, я все контролирую. Мечта какая-то, цель у него была. При этом он мог какое-то время действительно ходить с этим как распущенным хвостом. Ну, знаете, я все контролирую, да. Детка, смотри на меня, учись как нужно. При этом карта безденежья. Он как-то обманулся, просчитался. И с этим связана его ярость, злость. Это связано с финансами, девочки. Как я это вижу? Может быть, он не может дать... Следующая карта ведьмы ведающая, я думаю, это ваша. Вы обладаете тайными знаниями, как минимум просматриваете, да, на Таро. Увлекаетесь, может, психологией. Иллюзии. И что? Ну, смотрите, какие-то карты такие ложатся. Женщина, ну, она уже начала сомневаться в том, действительно ли будут ли эти финансы, будет ли это реальная жизнь. Может быть, вы даже, ну, не буду тут, некрасиво, наверное, скажу, может быть, вы даже подбрасываете этих, как дровишек в огонь, этому мужчине. Кто-то напрямую говорит, когда же это закончится, разлука, да, когда же ты действительно заработаешь. Кто-то как-то так пытается сдалека зайти, все-таки уточнить перспективы.
Но тут он злится по поводу того, что, скорее всего, он не может вот эту какую-то сумму, может быть, для покупки дома, может быть, для улучшения каких-то тут жилищных условий, для того, чтобы все было действительно здорово и классно, как он напридумывал. У него тут мечта прям есть вот. Мечта безбедно жить, мечта вот иметь вот этот дом, семью, тут ничего плохого нет. Но он злится, потому что он не может дать эту материалку и себе, и этой женщине. А он тут уже напланировал, нафантазировал, да, а реальность какая-то совершенно другая. При этом женщина, смотрите, какие карты падают. Иллюзии. Иллюзия, следующая карта гроб и карта бесплодна. Это история о том, что женщина очень долго, может быть, также пребывала в каких-то как иллюзиях, надеждах. Может, этот мужчина так и расписал, все преподнес. Может, она сама, ну, вы там действительно так себе тоже это видели, картинку. Сейчас вот заработает. Ну, как-то четко видели эту прям перед собой, вот, да, эту как это реальность прям. А тут теперь вы сомневаетесь, думаете, может быть, это ваши иллюзии, карта гроб, может быть, пора открыть глаза и посмотреть реально на то, что сейчас происходит. Карта бесплодна говорит о том, что сейчас вы не можете до конца и картинку для себя понять, и отпустить этого человека, и строить какие-то планы тоже невозможно, как в подвешенном состоянии. Понятно. Вот мне как-то так. Ну, давайте так. В этот расклад не хочется мне этого мужчину тут описывать. Ну, павлин, вы знаете уже, если смотрите мои расклады, какая-то характеристика. Но в данном случае тут смягчает вот карта, то, что рядом вот это покровительство высших сил. Это я говорю о том, что он искренне хочет всего самого лучшего для своей семьи, для своих близких, для, может быть, создания этой семьи, для того, чтобы дом этот иметь. Повторюсь, этот человек уже себе напланировал, нафантазировал, в общем, такое. При этом карта ярость. Из-за денег он этого не может получить. Ну, давайте, если отстраненно на мужчину по... Ага. Кстати, мужчина может избегать каких-либо искушений. Давайте так, я уже как адвокат тут говорю. Карта соблазна, искушения, карта очищения. Ну, старается избегать, да, хотя выбор есть. Ну, как у любого из нас. Ну, тут карта дом, семья. С другой стороны, он как будто бы сделал уже выбор в сторону дом, семья, хотя изначально выбор был между кем-то еще, мог быть, да. Ну, это как в принципе. Сейчас будем смотреть. Выбор не обязательно в сторону другой женщины. Может быть, другой жизни какой-то. Ну, тут где-то поверх карта аисты, дети, семья. Это что-то серьезное, как будто человек уже созрел для этого. Следующая карта крест. Это тоже можно прочесть. Знаете, раз я уже сказал, что будет так, я как будто бы взвалил на себя эту ношу, но я сам это на себя взвалил. Меня никто к этому не принуждал. Но сейчас мне тяжело эту ношу тянуть, тащить. Но я это все равно буду тащить. Ну, тут как прям некрасиво скажу. Мужик сказал, мужик сделал. Мне прям тут такие карты, знаете, святых не бывает, но этот мужчина достоин уважения где-то. А то, что он тут что-то не просчитал, это, знаете, может быть форс-мажор. Форс-мажор какой-то. С любым может такое случиться. Да. А женщина уже недовольна. А женщина уже перестала как-то, может, даже эмоционально наполнять, подпитывать его, вдохновлять девочки, да, то скорее женщина включает здравый смысл, рассудок и говорит, а не игра ли это все, не морочит ли он мне голову. Тут женщина уже очень, может быть, холодная, рациональная, хотя я понимаю, насколько это все болезненно может проходить, но он так ощущает это. То, что вы, может быть, из мягкой, доброй, нежной кошечки превращаетесь уже в такую конкретную дамочку. Ага, какая-то борьба, может быть. Так, коса. Опять карта воровство, бесплодно. Да, тут женщина подозревает, что мужчина может где-то на стороне там что-то. Ну, тут я не вижу карт, которые пока бы этом подтверждали. Просто вы боитесь, что вы тратите свое время бесплодно, что вы будете сейчас чего-то ожидать, а это по карте коса разрушения, и бороться за что-то, и по факту вы не получите то, о чем вы планировали, мечтали.
Ну вот как-то так мне что подсветили, что показали, то я и озвучила. Такая сигнификация. Подпишись на канал и поставь лайк. Так, смотрим. Первое. Кто ты для него сейчас? Здесь мы, девочки, смотрим, осталась ли ты для него той самой, или он начал привыкать к одиночеству. Следующее. Его реальность на расстоянии. Если тот самый третий лишний, да, третье лишнее. Проверяем карты на наличие женских энергий, еще помимо вашей. Смотрим, если там музы в его окружении. Его истинные намерения насчет брака, дома. Планирует ли этот человек реально совместный быт, или это осталось просто как слова из прошлого. И следующее. Перспективы встречи и воссоединения. В ближайшие полгода давайте смотреть. У кого-то там 6, 8 месяцев, да. Так, дальше. Наверное, эти карты возьму. Так, первое. Кто ты для него сейчас? Осталась ли ты для него той самой, или он начал привыкать к одиночеству? Татьяна, надеюсь, я вам угодила. Извините, немного задержалась с этим раскладом. Ну, лучше позже, чем никогда. Так. Следующее. Если третье лишнее, да, его реальность на расстоянии. Женская энергия в его окружении. Если там поклонницы у него, назовем это так. Его истинные намерения насчет брака, дома, соответственно, с вами. Итак, будете ли вы вместе, может быть, перспектива встречи, воссоединения в ближайшие полгода, там 8 месяцев, давайте так. Начинаем, девочки. Смотрим. Первое у нас. Осталась ли ты для него той самой, или он начал привыкать к одиночеству? Ну, плохо человеку, кстати, для него почему-то тут карта гром среди ясного неба. А это скорее как тоска по вам, я вам хочу сказать. Это он, смотрите, он считает вас своей второй половинкой, девочки. Как бы там ни было, вот это вот для него расставание с вами, это тяжело очень для этого мужчины. Скорее всего, он к этому оказался не готов. Он все равно надеется с вами встретиться. Бог ты мой, моя ты заюшка. Как хорошо, когда такие карты проигрываются. Я так рада. Мои ж вы хорошие. Да тут смотрите, какие карты. Ну, если хорошие, то хорошие. Ох, вот у меня прям мурашки. Смотрите, остались ли вы для него той самой, или он начал привыкать к одиночеству? Нифига он не привыкает, для него это болезненная тема. Вас он видит той самой, своей второй половинкой, вы для него супер особенная. Надеется на самое лучшее, на воссоединение с вами. Карта любовь, смотрите, какая красота. Карта Эрос. Мечтает о вас во всех смыслах, сами понимаете, сексуальное влечение к вам. Может быть так, карта сад. Сейчас вот я уточню, да, надо же подпортить как-то картинку или не будем? Нет, не будем, конечно. Ну, уточню. Сад. Хотя я могу это прочесть, знаете как, человеку очень хотелось бы, может быть, где-то с вами вместе проводить время, выходить в общество, да, может быть, где-то в кафе посидеть вместе, может, он смотрит на какие-то парочки там влюбленные, вот мне так, это сад, это социум. Вот не хватает ему этой поддержки. Ему хотелось бы взять вас за руку, да, как минимум, тут обнять, прижать к себе. Может быть, вот точно так же смотрят, там целуются парочки какие-то на улице. Он смотрит и думает, сейчас бы я с ней где-то бродил бы за руку, там, может быть, вместе время как-то проводили. Тут очень хорошие карты. Да, он мечтает об этом. Он мечтает о том, чтобы с вами это было все. Это для него мечта. Ой, так хочется сейчас не закрыть этот расклад, сказать, так, все, девчата, не это. Не варите воду, звоните ему, пишите письма,
шлите, не знаю, смайлики, сердечки ему. Говорите, что вы его любите. Ладно, мои хорошие. Так, давайте дальше. Тут, я не знаю, уж лучше карт не придумаешь. Любовь, Эрос, вторая половинка. Она для меня та самая. Мне без нее плохо. Ну, я жду встречи с ней. Сейчас я любовь так сверху положу. Как скрытый романтик. Так, давайте следующее. Ну, теперь смотрим. Стрёмненько. Та-да-да-да. Его реальность на расстоянии. Если третья лишняя, да, женские энергии, если там в его окружении какие-то мадемуазели есть, сразу говорю. Ну, скорее всего, эти мадемуазели тут стараются, конечно, красотки, но они не встречают этого какой-то поддержки, они не встречают какого-то тут обожания с его стороны, я вам хочу сказать. Он за ними наблюдает, ему интересно наблюдать. Он подозревает их многих в меркантильности, в том, что они хотят его использовать. Он сравнивает их с вами, кстати, да. Он на них смотрит, у него сердце разбито. Разбито, может быть, ну, потому что тут на расстоянии с вами. Что я могу сказать? Ну... Сейчас наблюдает он за ними. Да. Ну, я ничего плохого не буду говорить на мужчину тут нагонять. Девочки, он тут отстаивает себя. Он ведет себя довольно-таки сдержанно, карта воин. Держится до последнего. Он подозревает этих женщин в каких-то, может быть, даже этих... каких-то проявлениях, вплоть до того, что тут жадность, подставы какие-то. Он лишний раз даже как-то, знаете, на чеку. Бесплодно, как будто бы пытаться его тут в чем-то даже уличить. Честно вам хочу сказать. Ну, зачем наговаривать на мужчину? Зачем? Я надеюсь, я в конце расклада скажу, замечательный мужчина, надо брать. Ну, не будем бежать впереди паровозом. Так, наблюдение. Кстати, он за вами наблюдает постоянно. Карта тут якорь стабильно. Ну, за кем-то он еще тут наблюдает. Ему интересно. Какой цель? Ну, может быть, наблюдает за интересно, и что? Нет. А девочки, мужчину тут соблазняют. Ну, вам ничего нового не расскажу. Смотрите, он наблюдает за какой-то женщиной, может быть, даже не за одной, карта лилии. Эти женщины, они сами, ну, как проявляются в его сторону, наблюдают, и эти женщины, вот по карта клевер, это шанс. И они доступны, смотрите, ну, как есть. Но при этом мужчина, скорее всего, я тут, почти 100%, девочки, уверена, что он тут держит дистанцию. Как бы он мог бы этим всем воспользоваться, но тут как будто бы он как будто бы он говорит, я уже как будто бы принадлежу другой женщине, эта женщина имеет надо мной силу. Ну, это специально я уточнила за вас. И он как защищается. Хотя предложение тут есть. Он понимает, что это может быть очень весело. Тут карта шабаш такое, но при этом он все-таки держит дистанцию, я вам хочу сказать. И я специально уточнила за вас, и вышли те же самые карты, тут крест, ну я не буду тут в таком, знаете, каком-то трагическом, да, считывать контексте, а тут в плане того, что мужчина взял ответственность, он действительно, я это выбрал, я несу ответственность. Ну, вы для него очень значимы. Ну, а тут есть дамочки, которые... Вот так вот, подождите, сейчас другие карты еще не схватила. Да, тут он наблюдает за какими-то дамочками, которые тут стараются, расфуфыренные такие красотки, стараются тут соблазнить его 100%. И он понимает, что это реальные шансы, ну, как минимум, весело провести время. Да.
Ну, в голове у него другая женщина. И он так все-таки держит дистанцию. Так, ну он все прекрасно понимает. Так, давайте смотрим. Его истинные намерения насчет брака и дома, да? Планирует ли он реально совместный быт, или это осталось просто как слова из прошлого? Сейчас все, вот смотрите, как карты разговаривают. Карта Луна, туман, неопределенность. Насчет дома. Говорит, у меня неустойчивое положение. Бог ты мой, моя же Занька. Он так хорошо разговаривает со мной. Смотрите, карта Медведь — это ответственность. Это мужчина, который материально зарабатывает, вкладывается. А он говорит по карте Князь: я должен, я обязан это. Я уже, знаете, как там назвался груздем, полезаю в кузов, или что-то в этом роде, да. В общем, вы поняли, тут какой-то мужчина говорит: я же это сказал вслух, я это озвучил, я этого хочу, значит, я обязан тут дать соответствующую тут материальную базу себе, своим, может быть, деткам, своей избраннице. Тут мужчина реально зарабатывает деньги и старается, но сейчас какое-то положение неустойчивое. Он говорит: я и хотел бы, я стараюсь, но почему-то сейчас какие-то проблемы. И тут карта сущность, его беднягу сейчас со всех сторон как разрывают в сторону. Вот эта тяжесть этой ответственности какой-то на нем лежит. Ну давайте так, да, он прекрасно понимает, что он старается, но сейчас он как будто бы ни в чем не уверен в том плане своей материальной стабильности, в своих материальных возможностях. Он в этом не уверен. То есть планировать-то он планирует, и это не просто слова из прошлого. Это действительно человек вот намерен. Карта Медведь — это мужчина, который конкретно материально вкладывается. И тут карта Дом, и тут карта Князь. Князь — это очень часто человек, который поставил цель, и он идет к ней. Он реальными своими шагами, поступками доказывает всем себе и женщине, которая рядышком: я сказал, что так будет, и так будет. Да? Вот эта карта последняя, это говорит о том, что ему сейчас очень плохо. Девочки, как минимум, нужно этого мужчину поддержать, сказать, что вы в него верите, что вы все вместе преодолеете, что вы его цените, уважаете и цените его старания. Тут мужчина этого заслуживает, я вам хочу сказать. Ой. Так, Луна это. Ох, бог ты мой. Прям книга, выскочила карта книга, Луна это о чем? А ему как будто бы очень хотелось подсказки. Может быть, как ему преодолеть эти трудности, как вот как этой карте, тут карта Дом, как ему, может быть, приобрести это все, как это наладить, улучшить. Человек нуждается в помощи. Нет тут никаких карт там вранья какого-то. Тут просто есть ощущение того, что мужчина взвалил на себя ответственность. Он искренне верил и верит в то, что он это все преодолеет. Но ему сейчас очень тяжело. Это сущность о чем? Ой, ух ты, какие тяжелые карты. Смотрите, карта сущность из одной колоды вышла, да? И вышла карта Гроб и карта сущность еще раз. Тут он преодолевает такие у него качели внутри. Он, бедняга, может быть, думает: я не смогу дать то, что я обещал, но я же обещал. Ох, и тут карта сущность. В нем как будто бы что-то внутри может быть. Злость, ярость, претензии к самому себе. Ух ты, по поводу вас, это ваша карта вопрошающий. Я так хотел бы, одна для меня солнышко, я хотел бы, чтобы у нас были открыты дороги, я хотел для нее это все сделать, дать ей. Какое-то как наказание идет. Что это? Букет, ценность. Ну, тут, девочки, скорее всего, он хотел бы вот это все дать вам. Карта Скоробей, букет. Хотел бы, может быть, романтику какую-то. Хотел бы вас, может быть, ну не знаю, что-то материальные какие-то ценности. В принципе, дать вам лучшую жизнь. Ну, это как опять, вот карта мечта. Вот звезды выходят, он как бы мечтал. Он правда это все мечтает вам дать.
Ну, тут как наказание, что он это не может сейчас дать. И он тут сам себя, я вам хочу сказать, грызет, бедняга. Больше, чем тут вы даже можете себе предположить. По поводу того, что он не может это сейчас дать вам. Почему-то так. Ну, я даже не знаю, что тут дальше смотреть. То есть его планы, мечты по поводу совместного там проживания, брака, совместного дома с вами, это не просто мечты. Он человек готов для этого работать, готов тут стараться. Но тут идет внутри у него, он сам в себе разочарован. Претензии к самому себе, что он не может это сейчас дать. Как грызет сам себя. Тут его точно надо поддержать, девочки. Такой хороший мужчина, надо его поддержать. Нет, любовь все равно сверху положу. Вот так вот давайте. Ну, как минимум сказать, что вы его цените. Даже если сейчас не получается, значит такой период, вы это преодолеете все вместе. Потом все получится попозже. Все хорошо. Самое главное, что вы есть друг у друга. Мне кажется так. Ладно, вы у меня умный, сами знаете. Так, ну давайте. Перспективы, встречи, воссоединения, ближайшие полгода, 8 месяцев. Первая карта одиночества, ближайшее время одиночества. Потом карта эволюция, все меняется. Карта новости. Ой, бог ты мой, какой тут соперник? У вас что-нибудь? Соперник, ясность, всадник. Прискачет. Тут, знаете, тут не вы будете ревновать, а тут мужчина может вас приревновать к кому-то. Аккуратно. Я ничего не хочу сказать, но не давайте даже повода для ревности, мои хорошие, потому что тут какие-то карты такие странные. Сейчас в ближайшее время тут одиночество, каждый сам по себе. Потом, я уже не знаю, как можно это протрактовать, эволюция, все меняется, хорошо, но вы тут хорошеете, вы тут в лучшую сторону меняете, скорее всего, он тут, бедняга, может подумать, что это приревновать, что у вас кто-то еще появился, карта соперник. Может, считает вашу какое-то, уж не знаю, внешние данные улучшения, может быть, какую-то энергетику вашу считает как-то так. И тут подумает, надо срочно воссоединяться. Она там, может, нашла себе кого-то еще. Ну, всадник это прискачет, появится. Для чего? Для того, чтобы ясность привнести в эти взаимоотношения. То есть тут появится он, 100%. И что это за ясность? Но опять у меня тут новости, тут ясность по поводу какой-то информации, письма. Я не удивлюсь, если тут кто-то может что-то про вас написать, сказать, какое-то слово такое, которое его заденет. Он, может, подумает, может быть, там кто-то увидел вас, там, не знаю, в метро с вашим двоюродным братом, да, вы тут мило общаетесь, ну, на нем же не написано, это, на этом вашем брате двоюродном, что это ваш брат. Ну, там что-то могут ему написать, видел твою красотку там с каким-то 2-метровым амбалом. Ладно, ну я утрирую, но вы поняли. Ясность по поводу иллюзий. Ну, смотрите, тут, правда, может быть какая-то такая не очень красивая история. Я вас должна предупредить, вы были к этому готовы. Этот мужчина может появиться у вас на пороге, прискакать. Для чего? Для того, что он сам ревнует. Он боится, что он пребывает в каких-то иллюзиях, и эта карта ревности, его будет ревность съедать. По поводу чего? По поводу того, что... А вы, долго ли вы выдержите в таком режиме? Чтобы чувствуете ли вы себя как в темнице со связанными руками? Не захочется ли вам выйти из этого состояния? Ну, вы поняли, да, как в затворничестве, как монашка. Карта крысы. А не собираетесь ли вы там за спиной что-то у него провернуть? То есть то, что вы в нем сомневаетесь, с его стороны идет точно такая же реакция. Он, может быть, подумает, а не нашла ли кого-то она, не подыскала себе побогаче, более ресурсного, карта безденежья. А подхожу ли я ей, так как я сейчас не могу ей этого всего дать. У меня в голове работа, может, ей надоело меня ждать. Вот, может у него кто-то, у нее кто-то появился. Карта 3, вот третье лицо.
Тут, скорее всего, мужчина появится, и одна из причин его появления – это ревность, это неуверенность в том, что вы там целибат, как это, храните, да, верны ему. Не надумали ли вы кого-то нового себе найти, более интересного, более ресурсного? Тут там карта монеты выходила. Ну вот как-то так, девочки. Что мне вышло, что получилось у меня, то получилось. Но я вам хочу сказать, мужчина очень к вам хорошо относится, и такой достойный он. Мне кажется, он стоит того, чтобы как минимум поддержать. Мне так хотелось бы, чтобы у вас все было хорошо. От вашей мудрости, от вашей нежности, от вашей женской, не знаю, ласки. Многое зависит, да. Хочется сказать, женская мудрость, да. Нежность. Вот. Против нежности вообще, мне кажется, как вам сказать, трудно устоять, да. Нежность, любовь берет любые бастилии. Ну, вам тут не надо ничего преодолевать, я имею в виду, кроме расстояния. Просто поддержать мужчину, дать понять, что он для вас тот самый, что вы верите в него. Ладно, вы так сами знаете все как лучше меня, да. В общем, если расклад отозвался, ставь лайк, пиши в комментариях, принимаю свое счастье. Пусть эта энергия поможет вам поскорее воссоединиться, встретиться. Финальный инсайт. Расстояние никогда не портит отношения. Это расстояние, оно лишь показывает, насколько крепким был ваш контракт на берегу. Психологически долгая разлука – это кризис, который либо сцементирует вас в настоящую семью, либо окончательно подсветит, что вы идете в разные, к сожалению, стороны. И совет психолога, да, если карты показали туман, они не показали, девочки, вот не показали карты туман, они показали то, что мужчина вас любит, то, что вы для него дорогие, то, что он готов преодолевать все искушения, соблазны, ему плохо без вас. Он еще не привык быть в одиночестве. Скорее всего, так и не сможет привыкнуть к этому. Я думаю, вы и так знаете, что встреча будет. Просто нужно сохранить эту любовь на расстоянии. Наверное, ждать, верить, поддерживать друг друга. В любом случае, желаю вам надежды, веры, любви и терпения. Спасибо за то, что вы были со мной. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.